новороссийская операция. Как там участвовали мы, в каких условиях, что. Ну, это я не могу подарить, потому что это один экземпляр мне. Не надо дарить, я просто могу это прочитать. Да. Это будет достаточно. Вот там О, ну да. Сначала. You can he's saying that he doesn't have a second copy. That's why I can just browse through this information. Okay. Or you can record it on camera as well. Okay. Or let's maybe I'll start this. Can I just start asking him questions? Хочет вам какой-то вопрос задать. Can just for the camera? Can he say his full name and birth date and where he was born? Он говорит, можете ему сказать просто, потому что он вас снимает, как вас зовут, где вы родились и в каком году? Меня зовут Виниченко Михаил Алексеевич. 1924 год рождения. Вот. И сейчас я на пенсии, я был военнослужащий, служил в армии, 31 год прослужил в армии. Вот. 31 год, да. С 42 по 73. 42 по 73, да. Это служба в армии. Я подполковник, а сейчас полковник, ведь полковник военное звание, полковник в отставке. Вот. Ну что еще? Он говорит, а где вы родились, спрашивает. А родился я, мое место рождения, станица Курджипская. Вот так как здесь, да? Если можно было, вот здесь, наверное, есть у меня, где я родился, вот. Снять. Станица Курджипская, Майкопский район Краснодарского края. Да, вот. Если бы вот снять, допустим, это вот. Если можно. Ну, если можно, потому что не успеем все прочитать. Ну, да. Потому что а сама новороссийская операция, она будет здесь где-то посередине. Да. Тут сначала так жизнь, когда я был маленьким еще, вот, а потом уже, когда меня призвали в 43-м году в армию, так, это дальше вот будем смотреть. So he just said his name, yeah? His full name is Mikhail Alexeyevich Vinichenko. Vinichenko is his last name. Vinichenko. Да. So he was born on October 25, 1924 in Krasnodarsky Krai, it's Russia. Yeah. Okay. So he says that from 1942 to 1973 he was a soldier in official service. Полковник в отставке сейчас. He was doing military service. And he is, he's a rank that I need to check on the internet. Is colonel? Yes. Okay. Yes. And now he's a pensioner. Okay. He's retired. So. Okay. Can he describe his first experiences in battle? Вы могли бы описать ваши воспоминания, ваш первый опыт именно участия в военных действиях? Да, это было в 1943 году, в январе месяце, январь. Вот, призван в армию и оказался на Малой Земле. Оказался я через несколько месяцев. Вот сначала было, учебное подразделение было, нас готовили, а потом уже высадили на Малую Землю под Новороссийском. В составе я был 255-й бригады морской пехоты. 255-я бригада морской пехоты. Вот. Рядовой я там был. Я там офицером еще не был, рядовой состав. И вот как раз с 9 сентября по 16 сентября, с 9 по 16, так, по-моему, да, вот, я участвовал в этой морской операции. Морской десант по освобождению города Новороссийска. Тут все написано, если бы можно было переснять его. Там, можно я сделаю фотографию? Ну, конечно. Да? Вот замечательно было бы, да.
все, чтобы не все не пересказывать, как через 5 на 10. А тут изложил, я подумал хорошенько, и изложил здесь. Я вам скажу, какие страницы. Хорошо. И вы можете переснять их. Чудесно будет. Давайте сейчас переведу то, что вы сказали, да? So he's saying that in terms of his first experiences in battle actions, his first experiences were in 1943. In January he was called to army. So he had to become a soldier, and he arrived at the small land, or Malaya Zemlya. It's an area next to Novorossiysk in Russia. So he was during his service in the brigade number 255 of Marines. Okay, Marine Brigade. So then he's saying that these operations for like the occupation or freedom of Novorossiysk was lasting since September the 8th until September 16th, and he was participating in it. Okay. What were his experiences? I guess what did he do with? Like, what was his job? Was he just like a regular soldier, or what did he do? What was his specific job, I guess? Он спрашивает, вот вы были рядовым солдатом, да, в моменты операции, что вы делали, вот, например, какие у вас были? Я был на переднем крае и стреляю у немцев. He was in the front line and he was shooting Germans. Okay. And it was 1943 when he first saw the German soldiers. То есть вы впервые увидели немецких солдат в 1943 году? В 1943 году, Yes. Да. Я был в Новороссийске, нас высадили туда, в Новороссийске, 9 на 10. И мы там не имели успеха в освобождении. Полгорода мы успели десантники освободить. А потом немцы очухались, нам не помогли со стороны, с большой и с малой земли не могли помочь. Почему там? Ну, там была помощь, но она незначительная. Не прорвали немецкую оборону, не могли прорвать, и немцы вернулись. И мы спрятались 4 человека, капитан, старший лейтенант, я и еще один сержантик. Вот, спрятались в подвале разрушенного дома. Немцы вернулись на свои позиции, вот, и мы оказались там спрятанные там написано, все подробно, если вы переснимете, там все написано, как это было дело. Первый день, второй день, третий день. Мы там 7 дней находились под немцами. Немцы были наверху, в здании их там было расположение. Они там бегали, кричали, а мы сидели в подвале, не шелохнувшись, сидели в чем. В подвале того же здания, где были немцы? Да. Они сверху, а вы внизу? Да. Ну, потому что они пришли нас, мы когда их полгорода освободили, они начали убегать, немцы, освобождать Новороссийск. А потом очухались и пустили танки по улицам. И все. А мы вынуждены были спрятаться туда под землю, потому что некуда нам было деться. Вот. И мы там 7 дней жили, в этом 7 дней были в подвале в этом, вот, без воды, без пищи, без ничего. Немцы пытались нас оттуда выкурять. Они понимали, что там кто-то есть, спрятался. А они, почему? Когда вот они уже очухались, они поняли, что десант небольшой, что долго мы держаться не сможем. Разбили на маленькие группировки отдельными, а там же это в городе в самом, это же здание, там много зданий, Новороссийск большой город, вот. И они по частям, вот такими отдельными очагами, они уничтожали потом десантников. Вот. Но нас они пытались обнаружить, забрасывали гранатами там, вот, кричали к нам туда, в это подземелье. Но мы тихонько сидели, ничего. Однажды к нам немец пробрался, вот, то пришлось нам его уничтожить, потому что если бы остался, он бы знал, что мы там есть, передал бы и нас бы там, конечно, уничтожили. И так мы через 7 дней освободили уже войска с большой и с малой земли, освободили.
Вот, и освободили уже нас. Мы уже были еле живые. Нас вытаскивали туда уже без сознания мы были. Потому что 7 дней без пищи, особенно без воды, трудно. Без пищи можно прожить, а без воды ну никак нельзя было прожить. Там я описываю, как я в один из дней вылез ночью. Немцы там где-то отдыхали, рядом все это же, конечно. Вот, и пошел где-то искать воду, воды. И я нашел в окопах, там вот, в этом береговая линия обороны у немцев была, траншеи были глубокие. И там нашел в одном месте, дождь был, водичку. И я этим самым на 3 дня хватил этой воды по одному глоточку. Вот, и так мы дожили до нашего освобождения. Вот это был один из моих таких ярких. Сейчас я вам найду для начала, и вы сразу можете... Так, so he's saying that... Скажите. Yes, so what he was doing is since 1943 he was shooting in the front line, he was shooting at Germans. He is saying that all this operation for the occupation and freedom of Novorossiysk wasn't successful first because the Russian army kicked away the Germans. And but they didn't have enough people, enough forces. That's why the Germans at some point returned. So it was a very fast operation. It lasted for about 9 days. And he said that him and 3 other persons from his, his like company or his Thank you. soldiers. Yeah. 3 soldiers. They wanted to hide somewhere. They found the basement of a half demolished building. And so they went there to hide. And eventually Germans, when they came, they also occupied this building. Okay. So it means that these German soldiers, they were in the same building with them. So they, these 4 people, including this man, they were hiding for 7 days in a basement that was full of Germans. Okay. And they had no water, no food, certainly. And at some point, Germans understood that there was somebody in the basement. But eventually, there was no fight between them because they were trying to make believe that the basement is empty and there is nobody there. But eventually one German came to the basement and managed to come to the basement, and they just had to kill him, so that nobody found out that they were there. And after that, the auxiliary, some extra soldiers from Malaya Zemlya, it's the area next to Novorossiysk, which is called Small Land. They arrived to Novorossiysk. They started the occupation and freedom operation, and they found him and 3 other soldiers almost unconscious because all this time they were, without water and food. So. Okay. Эта операция была награжден медалью за славу. So for this operation, he was awarded a medal for bravery. It's like one of the top medals. Okay. Did he? This is a weird question, but I was wondering, how many German soldiers did you kill during the war? Говорит, немного странный вопрос, наверное, но сколько немецких солдат вы убили за войну? Там 1 и еще 2. 3 солдата немецких. 3 German soldiers. Okay. Can he say the experiences of those soldiers, what happened and how his feelings were and what kind of rifle did he have or what kind of gun, and just to describe those 3 circumstances? And we'll ask more questions, but that's one thing I... Ну, он говорит, не знаю, сколько это удобно вопрос задавать, просто ему интересно. Он говорит, что вы помните, при каких обстоятельствах это произошло, там, какое ружье у вас было, или там, какая винтовка, то есть вот ваши ощущения, когда это все происходило. Вооружение было у меня автомат. ППШ называлось. 71
патрон в него, круглый диск и короткий он там был. Вот это было мое вооружение. И еще в вещмешке, в карманах были гранаты, несколько гранат. Это на случай ближнего боя использовали гранаты. Вот. А два немца, это получилось во время, после этой операции новороссийской, бригаду перебросили в Крым, под город Керчь. Керчь. Вот. И там начались боевые действия по освобождению Крыма. Бригада участвовала в этом деле, и конечный итог борьбы с немцами войны мы заканчивали в мае месяце 44 года. Мая 44 года, когда немцы сосредоточились в районе Севастополя на Сапун-горе. Там сейчас сделан диорама на этой горе и с обозрением этих всех позиций, которые немцы, последний оплот немцев был вот на этой горе. Как я сказал сейчас. Сапун-гора. Сапун-гора, да. Вот там, значит, окончилась для меня боевая деятельность, потому что потом мы уже были переброшены, Крым был освобожден, и мы были переброшена наша часть сюда вот в Одессу. И здесь форсировали Белгород-Днестровский, да. Там лиман вот этот Днестровский, широкий лиман там нашу бригаду на плотах, на понтонах переправили через лиман, и мы своим ходом, еще немцы сопротивлялись, еще Румыния не пала. И там прошли Бессарабию, вот, и в районе Измаила, Рени такой порт есть, там переправились через Дунай, и тут, когда мы переправились через Дунай, Румыния вышла из войны. Вот. Теперь, после этого мы там побыли 2 месяца в Румынии, уже она не воевала с нами. Вот. Потом нас переправили в Болгарию, эту бригаду. В Болгарию, город Варна. Город. Вот там. И там мы 9 мая 45 года мы встретили День Победы. Вот на этом закончилась моя боевая служба. Я потом остался в армии, стал срочником, потом стал офицером. И так я прослужил в армии 31 год календарный. В 1973 году я уволился из армии, и вот с тех пор я гражданский человек и полковник в отставке. Так. Вот, пожалуй, наверное, коротко и все. А про немцев? А про немцев? Ну, что немцев? Что вы двоих? Это да, это было под Керчью, значит, город Керчь, мы держали оборону, и там в мае месяце 44 года, нет, не в мае месяце, виноват, сейчас я минуточку вспомню, в каком месяце, наверное, в феврале месяце я участвовал в разведке боем. Разведки боем, это значит нас днем выводили на передний край, и мы должны были нейтральную полосу, где которые там немцы были, а город Керчь был у немцы занимали, а мы были со стороны этого, держали оборону. И вот нас то послали разведку боем. То есть мы днем
полный рост или как-то перебежками, как мы могли, должны были продвигаться через эту нейтральную полосу, а рядом, за нами там наблюдатели засекали их огневые точки, откуда они вели по нам огонь. Это называлось разведка боем. И вот в этом разведке боем я лицом к лицу встретился в траншее с немцами. Они были в панике, но они отстреливались. Вот. И там я со своего автомата так 2 немцев и уложил. Вот после этого встречи с немцами у меня не было. Это была последняя боевая встреча с немцами. Значит, это было в 1944 году, где-то в марте месяце. Вот так. Да, хорошо, я сейчас переведу ему. Да. So he's saying that as for the rifle that he had, it's I will have to check it on the internet. Is it PPSH? Yes. Okay, yeah, the PPSH-41. I've shot that machine gun in Moscow. Он говорит, автомат ППШ, он знает, что это такое, и он в Москве, когда был, ему дали пострелять. Yeah, I think it's a beautiful gun. Говорит, очень красивое оружие. Ну, оно мощное оружие, потому что 71 заряд, там 71 заряд. Вот, и пока не выстрелишь все, потом заряжаешь опять и опять. Вот. He's saying that it is also a very strong gun. Yeah. It has 71 Patrona, yeah, but bullets. Yeah, it's like the signature machine gun of the Soviet Army. I think it's a submachine gun, a beautiful gun, and yeah, I shot it, and I've always wanted to shoot one, and I've held a lot of them in Russia and shot one. It wasn't fully automatic like I'm sure he was shooting, because that's like a law in Russia. You can't shoot, civilians can't shoot a machine gun. But then there was a second version, a later version of the PPSH, and I don't like the way it looks, but I guess it's considered the better version. But we'll ask him a question about that later. So what is... Ну, он очень долго все это говорил, но смысл один и тот же, что он, когда был в России, у него была возможность пострелять, ему кажется, что это самое красивое оружие российское, которое есть, и говорит, что гражданским не дают стрелять боевое, вот это другие, наверное, какие-то версии, которые ему давали, вот, в общем, он в полном восторге, так что он знает, что такое ПП-6. Вот, so he had this machine gun, ПП-6, Yeah. and also some grenade, with little bombs. Yeah. What is it called in English? Yeah, I think it's just the grenade, yeah. Grenades. Yes. So as for Germans, he said that he shot one German during that operation for the occupation of Novorossiysk when he was hiding in the basement, and another 2 Germans he killed after the finish of this operation, because his brigade was transferred to Crimea. Okay. To an area next to Kerch city. Okay. Okay, so he was a participant of the occupation and freedom of Crimea. In May 1944, the Germans were in the area of a mountain called Sapun Gora. It's an area. Okay. Okay, a mountain. Последний оплот немцев. So it was the last area where Germans were. Okay. The Germans were actually taking control of. После боев на Сапун-горе Крым был полностью освобожден. So after the battles in this area, Sapun Gora, the Crimea was 100% free. Okay, so it was the last area. So he's saying that what happened? He killed 2 Germans during, again, it's something like intelligence during the battle, meaning what? His brigade wanted to find out from what points Germans are shooting. Okay. That's why several soldiers were sent to the front line. It was a neutral zone between Russians and Germans, so they had to walk and to be visible. And the Germans started to shoot. So this way, the soldiers of his brigade understood where the Germans were, at what points. Okay. So it's one of the ways of investigation.
Okay, so this is when he saw two Germans, and he's saying that they were pretty afraid, and eventually he had to just kill them. Okay. And it was the last time that when he saw Germans during battle actions. Okay. So did he say he killed any Germans with grenades or just with a machine gun? А он спрашивает, этих двух немцев вы гранатами убили или С автомата ППШ. from ППШ? Okay. What was his feeling after he killed them? I've talked to some veterans that sort of feel sort of, well, I don't really know. It's sort of complex. Some feel sort of happy because they're occupiers, and then some sort of feel guilty that they, killed somebody. But what was his feelings afterwards? Он говорит, вот он всегда задает эти вопросы всем ветеранам, с которыми общается. Говорит, вот когда вы уничтожили, например, там, двух немцев, да, или одного, какие у вас были чувства? Они были смешаны, или это были чувства радости, или это чувство вины? Вот что это было? Это было уже чувство не радости, конечно, нет, а чувство борьбы и чувство мщения. Отомстить надо было за наши потери. Вот. He's saying that this definitely wasn't the feeling of happiness, was not. It was a feeling of fight, and it was a feeling of revenge, because so many people were laid, like meaning killed by Germans, and so it was a way, to have this feeling of revenge. Yeah. Yeah, I understand. Did you ever encounter Romanian soldiers? Румынских солдат вы когда-то встречали? Нет, не встречал. Never. I heard that the reputation was that they were. Румынские части были там на Южном фронте тогда. Yeah, he's saying that in На the Южном southern фронте. front Это there were когда some Кубань Romanian. была оккупирована немцами в 1942 году. Они пришли туда. Они дошли до города Грозный даже. Они, видимо, стремились там, где нефть, и захватить, чтобы использовать эти захваченные территории для своей армии, обеспечения своей армии. Вот. He says that in the southern front there were Romanians, and some of them reached Grozny city in Kuban, somewhere. So it happened in 1942. So until 1942, Romanians were in these territories, and they are searching for oil in order to supply their soldiers. Yeah. What is his opinion on the Romanian soldiers? Какое у вас мнение о румынских солдатах? Не слабые были вояки. Не такие, как немцы. Немцы были жестокие, а румынские солдаты, они на главных направлениях, они не участвовали, на второстепенных. He's saying that German soldiers were very cruel, and they were like real fighters, real soldiers. But the Romanians were very weak soldiers, and he's saying that they never participated in some, important operations. They were always playing some secondary role. That's what he remembers. Yeah. Леночка, Да. вы Я где сейчас находитесь? фотографирую. Вы находитесь в Киевском райсовете? Я? Да. Нет, я переводчик, я просто работаю переводчиком. Я бы вам мог тогда дать на день, на два. Нет, давайте я свою. сфотографирую. Просто если можно, I will take photos and I will Вы send them to you. текст можете, Okay. да? Конечно. То есть, вот Да. начиная отсюда, вот это вот. Только дайте я в тенечек немножко, чтобы было удобнее смотреть. Сейчас. So this is all his biography. And he's saying that he describes here his life in general and his experiences in World War II. I don't know how I'm going to read all this. Yeah, it should be translated.
it's better just to... Okay, yeah. Давайте немножко вернемся обратно, я все-таки сфотографирую, потому что там с камеры... Сейчас мы закончим съемку эту. Не, а он говорит, что он не хочет продолжать съемку, потому что он говорит, как я потом это буду читать, и как я потом отдам на перевод. Ну да, на перевозчик. Ну хорошо, не надо. Ну давайте туда сначала, я сделаю портрет. Давайте. Сделаю вас. Oh, can I see the front of the page, the front page really fast? Сейчас. Okay. Так, а теперь я сейчас сделаю. Не, ну другое дело, так я ему могу уже перевести письменно. Ну конечно. А вы говорили, какая страничка? 8-я. 8-я, да? Вот это? Нет. 7-я. 7-я. Опа. Да надо было, чтобы солнце не светило. А сейчас вот так сделаю. 8-я. 9-я, по-моему, и 10-я. Это еще 11-я. Еще, может, 12-я? Сейчас посмотрим. Что Да, это? вот Сапун гора только. Знаешь ты. Ну, разведка боя вызвана надо. Да? Все. Все? Да. А дальше там Ну, давайте еще. ее служба начинается. Офицер. Спасибо большое. Ну, наверное, все. Да. So is he ending the interview? Yeah, like, yes, he's saying, do you want to ask something else? Oh, okay. Yeah, what was his opinion of the second version of the PPSH or Pippa-Shaw? There was a second version that came out, I think, in 1943. I wonder if he shot that and what he thought about that. Он хотел еще у вас спросить, как вам вторая версия автомата ППШ? Она вышла в 43-м вроде как году. У вас была возможность? Я не знаю, тогда я уже не занимался, собственно, не имел вооружения, я был канцелярским работником потом же после победы, после 9 мая. До 9 мая еще я, еще весь 45-й год я был тоже самое уже в роте уже делопроизводителем был тогда. И уже с боевыми операциями я уже не имел. А в Болгарии, когда мы зашли туда в октябре 44 года, вот, там тогда произошла революция в Болгарии. Пришли демократы к власти. Вот, и мы были бригаду нашу, она была бригада морской пехоты. Вот, ее расположили по берегу Черного моря Болгарии. Бургас, Варна, вот эти вот главные города. А мы по берегу роты занимали, потому что в Черном море еще были немецкие подводные лодки. И они могли напасть на берег. Там у нас не было случаев нападения. Они уже, так сказать, были на грани уже исчезновения, военные силы немецкие. Вот все. Пожалуйста, так вот расскажите ему. So he's saying that he didn't have a chance to use the second version of Ppasha that you asked about, and he says that he was participating in battle actions until 1944, and then from Crimea, when it happened, he was relocated to Bulgaria.
and then later on to Romania. So he was, for example, he's saying he was in Romania protecting the shoreline Burgas-Varna, these two cities, because in the Black Sea there were still a lot of German submarines, but nothing happened, so they didn't have any accidents. So he didn't use this rifle ever since. Okay, so the last time he was in combat was in Crimea. То есть последний раз в боевых действиях в Крыму, да, участвовали? В Крыму, да, Yes. это Сапун-гора под Севастополем. In Sapun-Gora, this mountain that I told you about. Okay. Последний оплот уже 12 мая 1944 года. So on the 12th of May 1944 was the last time when he Немцев was in combat. всех сосредоточили под Севастополем, там есть, как он называется, бухта. Ой, сейчас. Это Балаклава? Нет, Балаклава, а там еще мыс Херсонес еще есть. Вот на мысе Херсонес последний оплот немцев были. Они шли, прыгали в море, брали с собой какие-то плавсредства, там доски, там камеры, что находили, выходили в море от берега, потому что уже наши захватили полностью, и вышли мы на берег. И немцы плавали в акватории в этого мыса Херсонес. Вот. Плавали на чем могли, и там уже ночью подходили немецкие катера, которые еще были в Черном море, они еще там действуют, потому что еще Румыния была в состоянии войны. Вот. И они подбирали их. Ну, и там очень много. В Крыму там, по-моему, взяли что-то 130 или сколько, я точно не могу помнить, пленных уже взяли под Сапун-горой, под средние. Вот на мысе Херсонес их до последних забрали немцев в плен. Много, пожалуй. 1130, я вот не могу вспомнить сколько, не могу сейчас вам сказать. So, he was basically saying the same thing. With he just said that except for Sapun-Gora, this mountain area where the Germans were controlling, also there were a lot of Germans in Khersones area. Kherson. Not Kherson, Mys Khersones. Okay. It's Kherson. an Okay. area in Мыс Crimea. Херсонес. In Romania? Crimea. Oh, Crimea. Okay. Севастополем. It's like an ancient Greek place. So, and he's saying that also a lot of forces were concentrated there to fight with Germans, and a lot of, like, if he remembers well, about 130 Germans were taken, not hostage, but how to say it? Prisoners of war? Yes, something like that. Okay. Yeah, and that's it. I have a question. Joe, during the time in the Soviet army, did the Russian soldiers consider themselves, do they think of themselves as Europeans? Because Joseph Stalin said that he considered himself Asiatic, and he was Georgian, so I know it's not the same country, but I was wondering, did the Russian soldiers in the Soviet army, did they connect with and look at themselves as Europeans? Or, because I know there's people like, oh, but they're also from Asia, but I consider the Russian people European, at least the western part, and I guess there's European Russians in all of Russia that have moved and live in Siberia, but I was just wondering, did the Russian Soviet soldiers connect with and feel like they were European? Or, I know it's just like weird to ask, or did they feel like a connection also to Asia, or how, I don't know how to ask that question. Okay. How they identify themselves, yeah? Yeah. Вот у него такой вопрос, говорит, может быть, немного для вас тоже странно, но прозвучит. Он читал о том, что Сталин говорил, что он себя ассоциирует с азиатами, хотя он был из Грузии. Говорит, вот русские солдаты, когда воевали, они себя ассоциировали с кем? С европейцами? То есть вот как? Какое было чувство? Или с азиатами? С кем? Нет. Ну тогда еще не было. Сейчас у нас такая, сказать, тяга к Европе. Мы хотим туда. А тогда не было такого желания, что они хотели в Европу. Просто они зашли в Европу, войска наши, и увидели там ту жизнь, которая была в Европе. И, конечно, у них поднялось совершенно свое мнение, свое понимание жизни за границей. И с тех пор уже началось у нас движение к тому, чтобы быть ближе к Европе. К Европе мы больше подходим.
Вот так вот. Well, he's saying that that period of time in Soviet times, there was no specific attraction to Europe because it was, Soviet Union was a closed area. Nobody could travel outside and so on. So they didn't feel European at all. And he's saying that this attraction to Europe started to be, started to arise when the Russian soldiers came to Europe. When they started, all these fights, because they saw what these cities look like and what life supposedly was there, and that's why this interest to Europe appeared since that time until today. But during this battle actions, they didn't associate themselves with Europeans at all. Like they didn't know what it is. So they considered themselves not European, but not Asian either, or? Ну, ему интересно, вот как вы себя идентифицировали, то есть вот русский солдат, это кто? Он больше относится все-таки к европейцам, или, вы говорите нет, да? Или к азиатам, или к кому? То есть к какому... I know it's a weird question. I'm just really wondering. Он говорит, что он знает, что это странный вопрос, но ему... Ну, к азиатам, конечно, Украина не относится, это понятно. Ну, а так, наше мнение, наше отношение, вот, как русских, я себя чувствую все время как русский, конечно. И меня сейчас, вот то, что Порошенко ведет кампанию, она, конечно, мне не нравится. Как фронтовику, мне непонятна эта позиция. Почему Украина, богатая столь своими природными ресурсами, она могла быть в числе передовых, какой-то десятки передовых стран, а она вот влачит свое жалкое существование, люди плохо живут. Вот такое мое мнение. Well, he's saying that if you speak about today, about contemporary times, then the policy, the politics that the president of Ukraine, Poroshenko, is now carrying out, meaning that we have to forget, he means the policy about forgetting that veterans like him were part of Soviet Union at that period of time and of Soviet army. So nowadays in Ukraine there is a real attempt to erase some pages from history and to make believe that Ukraine, which didn't exist at that time, it was part of Soviet Union, that Ukraine was fighting with Europeans. Something like that, absolutely stupid thing. And he's saying that he's totally against this policy, and he's saying that Ukraine has always been one of the richest areas of republics of the Soviet Union, and if we had the right government, our country would have been one of the most advanced countries of Europe, for sure, and of the world maybe also. And people live in very bad conditions because the government is bad. Okay. And just one more question about, can he describe what his uniform looked like? Говорит, еще один вопрос хочет вам задать про вашу форму. Помните, как она выглядела? Форма? Военная форма, вот она здесь. I mean, during the war, though, when he was... Во время войны. Во время войны? Yeah. Это простая солдатская форма. Гимнастерка, брюки, хаки, так называемые, значит, вот. И сапоги, вот форма, а тут пилотка на голове. Погоны. Я был после уже ко Дню Победы я был старшина в звании. Я был в звании старшина. So he's saying that he had the regular uniform. It was khaki color. Okay. On the head, he was wearing this thing. This hat like a boat. Yeah. Looks like a boat. Yeah. It's called pilotka, like pilot cap. Pilot cap? Yeah. Yeah, I know about, yeah. You know what it looks like, yeah? Yeah, I actually have one. I got one. У него тоже есть I got one of the hats. Он себе купил, ходит. Наверное, ветераны подарили. So probably some veteran gave it to you as a present. I got some veteran presents, but this one I had to buy on my own, unfortunately. Не, говорит, к сожалению, говорит, не подарил ему ветеран, какие-то другие ему делали подарки, а пилотку нет, купил сам. So trousers, what else? This Epaulettes. Epaulettes. I think, yeah. And the jacket. Okay.
and then it was all khaki color. Все цвета хаки, да, у вас Да, было? да. Yes. Okay, and his sidearm, was it a tete? Tete. ТТ у вас было, да? Yes. And okay, that. And I had one more question. Did anyone ever get attached to the Pepe Shah and ever just want to take it home after the war? Он спрашивает, что касается оружия. Вот были у вас, например, такие чувства, или может у вас ваших Товарищи. побратимов, да, товарищей, когда закончилась война, забрать с собой автомат, вот ППШ, вы привязывались к нему? Нет. Нельзя было, оружие нельзя было брать с собой. He's saying no, it was forbidden to take Оружие сдавалось часто, guns with you. Да. So you had to leave everything when you went home? То есть, когда А вы вот. домой вернулись, вы оставили все в части, да? То есть ничего нельзя было брать. Совершенно Yes. верно, да. Okay. Ну, а потом же я стал офицером. И сначала я работал в части, младший лейтенант, старший лейтенант. А потом, когда стал уже капитаном, то меня пригласили работать в Одесский военный округ. Штаб Одесского военного округа. И я там уже имел, у нас у каждого офицера был свой пистолет. Но пистолет хранился в отдельной комнате и под замком, чтобы никто не мог взять. Это в случае необходимости крайней, какой-то ситуации, может быть, непредвиденной, что пришлось бы стрелять или что-то, оружие применять. То нам тогда его выдавали по тревоге. Так, so he's saying that when he became, after war, certainly he wasn't allowed to take any rifles, anything with him. And he said that the next time when he received some kind of a gun, it's like a pistol, it was when he became the captain, so he, this range, this title of a captain, and he started to work for the